Внимание! Просмотр программы обязателен. Нарушители будут оштрафованы на 500 кредитов. Очень сложно подобрать слова, что же такое на самом деле Капитан Лазерхоук. Ведь действительно однозначного ответа на этот вопрос нету. Но я здесь не просто так. И сейчас мы будем разбираться. Поехали! Ладно, за дело. Капитан Лазерхоук – это смесь всего, что могли нам представить разработчики видеоигр Ubisoft. У них уже была пародия в виде дополнения к игре Far Cry Blood Dragon. Far Cry 3. Blood Dragon. Тогда небольшое дополнение смогло порадовать многих своим стилем, как в старых фильмах 80-х. Однако в мультсериале создатели решили шагнуть еще дальше и создать, так сказать, свою мультивселенную из всех разработок компании Ubisoft. Вообще нужно добавить, что полное название мульта — Капитан Лазерхоук Blood Dragon Remix, отсылающий нас прямиком к тому шуточному дополнению к игре. В мульте всего 6 серий, и я считаю, что этого достаточно, чтобы ознакомиться и не заскучать от большого количества серий. На дворе 1992 год. Эден захватил всю Америку и теперь включает в себя подавляющее большинство того, что раньше называлось Соединенные Штаты. Преступность, бедность, анархия. Эдем все это уничтожил. Eden Innovation Technologies когда-то была самой популярной компанией в стране, наводнила экономику универсальным базовым доходом, или UBI, представленным как чудесный ответ на бедность. Одним махом Eden заменил правительство, контролируя общество посредством гнусного совета директоров и подавляющей пропаганды. Вечернее шоу Эдема и ваш бессменный ведущий Реймон. Да. В таком прекрасном мире, будь добр, сиди ниже воды, тише травы. Если хоть как-то ты ослушаешься, тогда тебя ждет штраф. Вот такая утопия будущего. Внимание! Просмотр этой программы обязателен. Каждый нарушитель будет оштрафован. Наш главный герой попадает в плен к поехавшей на пропаганде женщине, Саре Фишер. Позже я расскажу ее историю. Она поместила наш отряд самоубийц в тюрьму S-Max и засунула им в бошки бомбы, дабы они не сбежали и выполняли ее приказы. Тюрьма S-Max, скорее всего, какая-то отсылка на игры от Ubisoft, только я не знаю. Если вы в курсе, напишите. Я надзирательница Супермакса. И мне нужно сказать вам 3 вещи. Так вот, в нашу команду входит капитан Лазерхоук, прямолинейный киберчел, которому нужно разобраться в себе и, наконец, понять, кто он и зачем он здесь. А ты капитан Дольф Лазерхоук, бывший спецагент Эдема, а теперь враг народа номер 2. Улыбочку. Булфрог — это лягух-ассасин. Несет кредо ассасинов через весь сериал. Может выпускать пузыри, которые предсказывают будущее. Я из братства ассасинов. Меня зовут Лягух. Боже! Какое странное имя. Джейд. Девушка-журналист. Ее образ и характер основан на игре Beyond Good and Evil. Также пытается выполнить поставленные задачи, иначе бомба в ее голове взорвется. Надзирательница заставляет нас выполнять грязную работу, а в наших головах буквально бомбы. Приветики! Пейдж. Гибрид свиньи и дядя Джейд. Образ также взят из игры Beyond Good and Evil. По-моему, у меня к тебе есть чувства. Что? Нет. Ты же мне дядя. И Коди Роудс. Реальный человек, рейслер из WWE, которого запихнули в мультсериал. Его также завербовали и решили использовать для демонстрации бомбы в башке. Сейчас! Таким составом наш отряд самоубийц будет двигать сюжет вперед. Плюс к этому здесь есть параллельная сюжетная ветка, связанная с талисманом компании Ubisoft – Реймоном. Он в мульте является эдаким пропагандистом, популярным ведущим, видимо, на единственном телеканале в Мега-Сити. Вам никогда не разрушить наш образ жизни. Эдем не испугается и будет сильнее, чем когда-либо. Его роль заключается в том, чтобы быть у Эдена на побегушках, до момента, когда Реймон не срывается и не говорит правду в прямом эфире. Я сказал, что сказал. Серьезно?
Тогда почему бы тебе не сказать это мне в лицо, без камер, ты ублюдок? Просим прощения за технические неполадки. После этого случая его заменяют на точно такого же Реймона. Стойте, это я? Кто это нахрен такой? Эта ветка показывает нам о том, что любого можно заменить, каким бы хорошим ты ни был. А Реймон здесь показан с драматической точки зрения. Они собираются зарезать еще одного невинного гибрида в эфире моего шоу с моим лицом! Я им этого не позволю. Ну и перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Это визуальные стили и отсылки к играм Ubisoft. В первую очередь я хотел бы отметить вступление, которое выглядит как пиксельная видеоигра. Видеокассеты из будущего от Ubisoft Film and Television. Автор идеи Ади Шанкар. Позже в некоторых моментах этот стиль будет еще повторяться и неплохо так разбавлять повествование. Сражайтесь! Нокаут! В некоторых эпизодах нам вообще покажут запиксельных реальных людей. Они, кстати, подарили не только образы персонажам, но и являются голосами озвучки своих героев. Я увидел, как надзирательница Супермакса улыбается. Да? И что с того? Ну, это как-то неправильно. Теперь же давайте взглянем на отсылки, которые я смог найти. И сразу скажу, что, возможно, я не нашел их все, поэтому вы можете помочь в комментариях. Место действия явно отсылает нас к Far Cry Blood Dragon. Тут все об этом говорит. Дальше у нас идет Эдем. Это явная отсылка на Assassin's Creed и его яблоко Эдема. Такая же всемогущая компания, как и яблоко Эдема. Ну, Реймон, главный герой из серии игр про Реймона. Вместе с ним и перекочевали бешеные кролики. Реймон Ревен Рэббитс. Да, они здесь не похожи на то, что мы видели в играх, однако если посмотреть старые наработки дизайна кроликов, то все становится понятным. Тогда эта отмененная игра еще называлась «Атака кроликов-убийц из космоса». В один момент мне показалось, что Лазерхок похож на принца Персии. Возможно, мне всего лишь показалось. Пеган Мин основан на персонаже из Far Cry 4. Не особо я заметил сходств, но что-то отдаленно точно есть. Маркус Хэллоуэй, персонаж прямиком из Watch Dogs 2. Также сюда и перекочевала повстанческая организация DedSec, которая противостояла правительству в игре Коди Роудс. Повторяюсь еще раз, борец из ассоциации рейслинга. Вообще неожиданно его было здесь увидеть. Явная и прямая отсылка на могучих рейнджеров команда Ninja 6, которая помогает Эдену. Самая неожиданная отсылка и появление Сэма Фишера из игры Splinter Cell. Однако здесь он ветеран войны, который потерял свои ноги. Одна сцена с ним мне очень зашла. Это же прям Ник Вуйчич на стероидах. Он является отцом нашей стражницы. Больше рассказать не могу, иначе это будет спойлером. Я, конечно, не особо хотел об этом рассказывать, но, похоже, от этого сейчас никуда не денешься. Это гейская любовная линия между героями. Пожелай мне удачи. Дольф? Не скажу, что мне прям очень тяжело было смотреть на это, ведь, как мне показалось, это была отсылка на популярное аниме Джоджо. Поэтому я отнесся к этим сценам как к стёбу и ничего более. Что могу сказать в итоге? Мультсериал классный с точки зрения необычного подхода к созданию мира, персонажей, ситуаций. Как вообще все умудрились смешать и внятно объяснить происходящее на экране? Пейдж, будешь перспективным рестлером со своей роковой женщиной. Чур, это не я. Как раз ты. Что? Бросьте! Я бы хотел увидеть продолжение, либо смешать еще что-либо из вселенных Ubisoft.
Да даже не Юби, а любых других компаний. Например, компания Rockstar. Увидеть их героев в одном измерении и как они будут взаимодействовать. Как, например, было первому игроку приготовиться, когда туда смогли запихнуть кучу разных персонажей из разных вселенных. В последнее время обратил внимание, что многие игровые компании переносят свои игры в мультсериалы. Недавно вышла Castlevania, на которую я тоже выпущу ролик. Также должны выйти Tomb Raider и Devil May Cry. Посмотрим, получится ли у них удержать внимание как зрителей, так и геймеров. Спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Вы пусечки. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, канал. Там куча всего интересного. И пока!